Привет! Сегодня у нас на обзоре новинка Havit G1 Pro. И этот обзор был бы не совсем правильным без сравнения с первой версией Havit G1. И поэтому сегодня мы их частично сравним и подведем итоги, так ли это обновление хорошо. Также напоминаю, на прошлом видео у нас проходит розыгрыш наушников Hello GT1. У меня пока мало подписчиков, так что выиграть может реально каждый. И по нашей уже мини-традиции, спасибо вам за ваши комментарии. Ну все, теперь присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Havit G1 Pro поставляются в такой же коробке, как и Havit G1 международной версии. Это коробка из белого плотного картона с прозрачной крышкой. Внутри лежит кейс, наушники, снизу еще одна коробка, в которой уже лежат сменные абишуры, манжеты, инструкция и провод для зарядки micro-USB. Если к QCI, Hi-Low или AirDots у меня нет вопросов по поводу micro-USB, к Havit уже есть. При такой цене, мне кажется, могли и Type-C поставить. Визуально кейс никак не изменился, такой же матовый пластик, сделан приятный, и так как тут нет шарниров, люфтить здесь нечему. Крышка магнитная, внутри наушники также удерживаются крепкими магнитами, и случайно наушники не выпадут. И на самом деле здесь это важно, так как верхняя крышка, она держится на таком резиновом хвостике и в открытом состоянии болтается, если ее не держать. На крышке кейса сверху расположен логотип компании, который по совместительству является индикатором заряда. Когда наушники заряжаются, логотип светится белым цветом. А если у кейса заряд составляет менее 10%, он будет светиться оранжевым. Кейс, конечно, большеват по размеру, в карман его особо не положишь, он будет торчать, но это расплата за большую батарейку. Зато расположение наушников внутри изменилось, теперь оно вертикальное, и это, пожалуй, плюс, так как наушники удобнее и доставать, и класть обратно, а на первых Havit'ах это требует определенной сноровки. На наушниках с внешней стороны расположена сенсорная панель, она мигает во время зарядки и сопряжения, во время работы не горит, это хорошо. Также здесь находится отверстие под микрофоны. С обратной стороны обозначение левого и правого наушника и контакты для зарядки. Наушники средние по размеру, в моих ушах сидят удобно, они чуть больше, чем у тех же Redmi AirDots и ощутимо меньше первой версии, за это однозначный плюс. Havit G1 из-за своих размеров много кому не подходили. В первой версии я долго не мог ходить, уши начинали болеть после нескольких часов использования, а в G1 Pro такой проблемы уже нет. При этом сидят они хорошо и не вылетают при беге или подтягивании на турниках. Также за счет того, что контакты для зарядки на наушниках теперь с внутренней стороны, наушники лучше смотрятся в ушах. Раньше контакты были наружу, и это выглядело как минимум странно, как будто какой-то Франкенштейн. Влагозащита и там IPX5, под дождем в наушниках можно ходить без проблем, но вот погружение в воду они уже не выдержат. В G1 Pro наушники стали в такой форме бочонков, и управление теперь сенсорное. С одной стороны, может казаться, что случайных нажатий быть не должно из-за самой формы наушников, но они здесь есть. Фишка в том, что нажатия срабатывают, даже если прикоснуться к краю панели, когда просто поправляешь наушники. Я больше недели хожу с G1 Pro и так и не смог к этому привыкнуть. Вроде помню, что надо быть аккуратнее, но наушники все равно ловят случайные нажатия. Управление стандартное. Короткое нажатие на любой наушник — это плей-пауза. Если зажать правый наушник — следующий трек. Если зажать левый наушник — это предыдущий трек. Двойное касание — вызов голосового помощника. Управление громкостью здесь так и не завезли. При том, что я не очень люблю механические кнопки, если выбирать между G1 и G1 Pro, я дам предпочтение обычным G1. У них я научился нажимать кнопку, не вдавливая наушник в ухо, в принципе так мне даже удобнее. Качество звучания. При подключении к телефону G1 Pro наушники автоматически цепляются по кодеку AAC. Как обычно, я меломан и слушал наушники на разных композициях. Что могу сказать? Звук чистый, много баса, в целом мне понравилось, как они звучат, детализация хорошая. По ним мне больше понравилось слушать клубную музыку и хип-хоп. А G1 при подключении автоматически цепляются по кодеку SBC, и разница в звучании небольшая, но есть. У G1 Pro как будто чуть больше баса и точно чище звук, при сравнении эта разница заметна. У G1 обычных верха немного приглушены, так что G1 Pro по звуку мне нравится больше. Микрофоны. Ну что, проверяем работу микрофонов Havit G1 Pro в тихом пространстве, просто незаведенная машина. И мне нравится, как отрабатывают микрофоны. Речь различимая, четкая, громкая. В целом не могу найти ни одного недостатка, к чему бы придраться. Мне нравится реально работа микрофонов, прям смело, 5 с минусом и можно ставить.
А теперь тестируем микрофоны Heavy G1 обычных в тихом пространстве. И в целом они звучат примерно так же, как Heavy G1 Pro. Тоже почти не могу ни к чему придраться, но чуть-чуть, мне кажется, все-таки слышно чуть похуже. Мне кажется, у Heavy G1 Pro в тихом пространстве речь более чистая, что ли. Это единственное, что я могу заметить. В целом отлично. Проверяем работу микрофонов Heavy G1 Pro в едущей машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Здесь уже появляется эффект громкой связи, разговаривать становится не так комфортно, но в целом это делать можно. Здесь я бы работу оценил их, наверное, где-то балла на 4, потому что становится слышно фоновую музыку, причем достаточно сильно. Приходится говорить громче, чем обычно. Ой, как солнце светит. В целом разговаривать можно. Давайте проверим, как звучат просто Heavy G1. Разговариваем по Heavy G1 в едущей машине. Также включен кондиционер на 3 деления с 4. Музыка на фоне также на 9. Что забыл сказать? При разговоре по Heavy G1 в любых условиях собеседника слышно только в правое ухо. На самом деле это нереально раздражает, очень неудобно. Но если оценивать именно работу микрофонов в Heavy G1, также слышно фоновую музыку, разговаривать не очень комфортно, но это делать можно. В целом они звучат практически так же, как и Heavy G1 Pro. Я лично разницы особо не вижу. Пишите в комментарии, если разницу видите вы. Финальное испытание для микрофонов Heavy G1 Pro. Мы идем по улице, мимо едут машины, ветра практически нет. В целом, так же, как и в едущей машине, здесь слышен эффект громкой связи. Но разговаривать более-менее можно, но делать это не очень комфортно. В целом здесь можно поставить где-то, я думаю, 3 с плюсом, наверное, можно поставить. А теперь проверяем работу Heavy G1 просто обычных. И, в принципе, они отрабатывают так же, как и G1 Pro. Разговаривать можно, это делать не очень комфортно, но в любом случае звучание лучше, чем, к примеру, у Hi-Lo GT1 или QCI QS2. Разговаривать можно, также оценим где-то, наверное, балла на 3. Тут, конечно, G1 Pro мне понравились больше по 2 причинам. Во-первых, я слышу собеседника по-человечески в 2 уха. Во-вторых, показалось, что у них чуть чище звучат микрофоны. Но в любом случае микрофоны и там вполне себе на уровне. Автономность. В каждом наушнике Heavy G1 по 60 мАч. В кейсе же 720 мАч. Это солидная цифра. На максимальной громкости G1 Pro проработали 3 часа 34 минуты. G1 первого поколения проработали 3 часа ровно. Что Heavy G1, что Heavy G1 Pro очень громкие, и на максимальной громкости их слушать невозможно. Я слушаю примерно на громкости 60%. Получается, что на такой громкости они проработают более 4 часов, и это вполне нормальный результат. После того, как наушники сели, и там можно подключить только левый наушник. На нем останется еще в районе 50% заряда. Кстати, наушники разряжаются нелинейно. До 50% они разряжались в районе 2,5 часов, а потом стали садиться по 10% каждые 10-15 минут. В целом здесь G1 Pro победили. По задержке звука мне все понравилось, в YouTube ее нет от слова совсем. А в играх она минимальная. Heavy-то мне вообще пока нравится в этом плане. У Heavy i93 тоже задержка была минимальной. По дальности сигнала я разницы не заметил, наушники спокойно пробивают дома через 2 стены. А вот по обрывам связи что-то непонятное. И у тех наушников у меня были обрывы связи в метро стабильно пару раз на дню. Это при том, что наушники подключены к Galaxy Note 9. Тут, конечно, меня это разочаровало. Heavy G1 Pro я купил на JD за 3600 рублей или $58. Насколько я понял, они сейчас там продаются со скидкой. А Heavy G1 я вообще не смог найти дешевле 3800 рублей. Получается, что новинка сейчас еще и стоит дешевле. Итого, что мы имеем в итоге? У Heavy G1 Pro чуть чище звук, чуть лучше работают микрофоны, на полчаса дольше держит заряд батарейка и симпатичнее дизайн. Да и сами они стали по размеру меньше, и это удобнее. Но вообще, мне кажется, приставка Pro здесь несколько переоценена. Это скорее просто обновление младшей модели и исправление каких-то старых ошибок. Стоит ли вам обновляться, если у вас сейчас Heavy G1? Я думаю, нет. Каких-то сильных изменений вы не заметите. А если вы сейчас просто в поиске ищете, чтобы купить G1 или G1 Pro, берите G1 Pro. Практически по всем показателям они чуть-чуть, но лучше.
В описании прикреплю ссылку на продавца, где их сейчас можно купить со скидкой. Если выпуск был полезен, поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Ребят, также пишите в комментарии, на какие еще наушники сделать обзор. Я реально очень много информации черпаю из комментариев. Вы прям мои глаза и уши в этом мире. Ну что, на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!